Привет, друзья! Баров Дзес Ереван! Это «Орел и Решка. Перезагрузка». И сегодня я... Ой, прости. Господи! Меня на паспортном контроле задержали. Слушай, Евсей, здесь не принято опаздывать. Ты должен уважительно относиться к нашим телезрителям, а значит быть вовремя. Хорошо. Чтобы первый и последний раз. Ну? Ага. «Орел и Решка» была здесь последний раз аж 5 лет назад. И за это время столько всего изменилось, что мне не терпится скорее вам это все показать. А мне не терпится, чтобы ты уже подбросил монетку, потому что кто-то сейчас ест долму, запивает армянским коньяком, а мы здесь стоим с тобой. Орел! Решка. Ты можешь как-то это исправить сейчас? Нет. Простите. Знаешь, Евсей, а мне нечего тебе сказать. Монетку дай. Удачи! Ереван, даже если ты здесь ни разу не был, ты никогда не назовешь его чужим. Его еда знакома тебе с детства. Ух ты! На его улицах никогда не заблудишься. Ведь они как в твоем городе. И даже незнакомые люди здесь вмиг становятся родными. Это мускат. Ну что, Ереван, встречай старых знакомых. Заканчивается посадка на рейс 556. Ой-ой-ой-ой, как не вовремя. У меня как раз карта пошла, что надо. Ладно, у вас есть еще 10 минут. Thank you. Это же покер-матч. И здесь победитель получает все. Ха! А вот и фулл хаус от Настюшки. Другое дело. Бюджетному туристу в Ереване точно понадобится 3 совета. Первый. Меняйте деньги в аэропорту. Курс во всем городе одинаковый. За $100 дают почти 50 тысяч драмов. Спасибо огромное. Дай вам Бог здоровья. Совет второй. Езжайте в город на такси. Да-да, вам не послышалось. Ереван – находка для бюджетного туриста. Здесь со $100 ты на коне. Простите, вы не подскажете такси? Можно узнать, у кого расценки? Такси. Вот. Подскажете, сколько будет стоить такси до рынка, например? Какой рынок? У вас центральный, я не помню, У как нас называется. фиксированная цена 5000 рублей. 5000? А можно как-нибудь с вами договориться? Я не имею права. Третий совет. Ищите таксистов-частников. С ними можно поторговаться. А сколько такси будет до рынка центрального? 3000 драм. А за 2,5 довезете? Можно. Поедемте? Поедем. Чудесно. Это Володя, мой первый знакомый в Ереване. Может, вы действительно еще что-нибудь интересное расскажете про город? Сейчас Ереван красивый, нормальный город, люди очень Добрые, добрые. гостеприимные. Все нормально. А что это за музыка играет? А это, Настенька, звуки армянского гостеприимства. Дорогого гостя здесь встречает ансамбль «Карин» во главе с заслуженным артистом Армении Гагиком Геносяном. А вот и железный конь для дорогого гостя. Ай, Сеуриша! Черный Гелендваген! Он же ящик, он же кубик, он же моя крутая тачка на ближайшие 2 дня. Поехали.
Ой, какая у вас приятная, большая, комфортабельная машина. Скажите еще, что кондиционер есть. Все есть. Помните, мы вам рассказывали, что самая уважаемая машина в Армении – белая Нива. За 5 лет у местных появилась новая любовь – черный Гелендваген. Такое ощущение, что в Ереване какой-то новый флешмоб. Раньше все было в белых Нивах, а теперь вокруг одни черные гелики. Для большинства людей это машины просто загадка. Никто не может понять, зачем отдавать больше 150 тысяч баксов за эту тачку. Да все просто. Для ереванцев Гелендваген – это реинкарнация белой Нивы. Только он просторнее, 5 раз мощнее и все так же неубиваем на армянском бездорожье. По пацанским правилам, на гелике надо ездить с открытыми окнами и очень громкой музыкой. Так и сделаем. Imkanka, ակամայից դարը մուզիկան Երկերիս մեջ ուժ իշքան է լուզիկան Ես որոշել եմ վաղուց խելուքների համար անեմ գործ Առած լացուկով որտև ճիշտ ռեպն ավորց Ռեպը գործ չի, իմը ապրոստի միջոցա Եվ սկսում ենք չկար չապանիշ ունենք Հիմա կատվածը շապը, դետենա մի ինչ ունենք Ну, здравствуй, старичок Ереван. Ереван – это один из самых старых городов мира. В этом году он отметил, представьте, 2800 лет. Несмотря на то, что Ереван старше Рима и Афин, по нему не скажешь. Кажется, что город построили каких-нибудь 50 лет назад. Тут все до боли знакомо. Низкорослые сталинки и хрущевки, огромные ДК и панельные многоэтажки. В общем, типичные первые улицы Садовые, вторые Парковые и третьи улицы Строителей. Вот, Марат, конечно, зал. А вот этот церковь Суп Саркис называется. А вот и самое сердце Еревана – площадь Республики. Вот эти, которые вы видите, это все старые здания вот вокруг. Почта, Дом правительства, Музей историй. Все здания на площади построены из туфа, цветной вулканической породы. Смотрится очень нарядно. Красивая площадь, конечно. Вот классная Армения. Можно даже со $100 с комфортом в такси посмотреть достопримечательности города. Я спросила у Володи, где в городе можно найти дешевую еду. А он вместо ответа привез меня на центральный рынок Еревана ГУМ. Вы меня тогда подождите, я сбегаю и вернусь. Хорошо. Армянский рынок напоминает яркий пестрый ковер. А все из-за разноцветных армянских сладостей. Здесь это не тортики и пирожные, а всевозможные комбинации сухофруктов, орехов и вываренного сока дашаба. Класс! Вот метровая чурчхела, орешки в застывшем виноградном соке. А вот стопки фруктовых лавашей, тонко раскатанное фруктовое пюре. Ух ты! А это алань – фрукты и овощи, фаршированные орехами, медом и специями. Вот апельсин с грецким орехом. Очень красиво. Персик с миндалем. И даже помидоры с арахисом. Вот это да! Армяне уверяют, что даже если все это перепробовать, то не слипнется. А можно ягодку попробовать? Что? Ягодку попробовать. Угощайтесь. Спасибо огромное.
Ну, а дальше понеслась. А можно тоже попробовать? Пожалуйста. Чурчхела, да? Класс. Это правда, что вот эта вот чурчхела, она называется как армянский сникерс? Правда? Ой, еще одна. Привет, отец. Асмик. Марина, Карина. Привет вам. Из Армении. Крымский инжир. Я вот инжир никогда не пробовала. Пробуйте. Это баран. Бараний? Ух ты, бараний сыр я никогда не пробовала. Овечий? Вот овечий мы не пробовали. В отличие от бараньего сыра и от козьего, он не имеет отдушки. Натуральный персик. Это мускат. Ой, прекрасный тост. 60 градусов. Ядрёно. Вам одна нужна? Я вам подарю. Правда? Это вы мне? Спасибо огромное. Спасибо. Я вам подарок дам. Класс. Спасибо огромное. Обожаю армянский народ, честное слово. Леш, потрогай, сколько нам продуктов надавали. Вот столько весит армянское гостеприимство. А тебе бы подкачаться. Последнее место нашей с Володей экскурсии – Каскад. 5 лет назад мы уже были здесь. Но Володя сказал, что подняться на Каскад должен каждый, кто приехал в Ереван. Потому что это лучшая смотровая площадка, с которой открываются виды на город. Ну что, друзья, наконец-то Настюшка спорт в деле. И сейчас мне предстоит 600 ступеней на Каскад. Стала ли я? Нет. Просто отсюда тоже хочется посмотреть. Вид. Настюшка спорт. Да, слушайте, каскадик-то нехилый оказался. Ща. 5 сек, Олежа. О, я, конечно, предполагала, что отсюда может быть красиво, но что это настолько крутой вид. Мне кажется, отсюда видно весь Ереван. Если приглядеться, то можно увидеть ту самую гору Арарат. Выглядит это примерно вот так. Но сейчас дымка, и ничего не видно. Чтобы увидеть Арарат, придется вернуться в Ереван еще раз. Ну, красиво же. Что тут еще сказать? Пока нас не было, в Ереване отгрохали новенький, роскошный и, конечно же, 5-звездочный отель. В строительство вложили, внимание, 54 миллиона долларов. Спасибо. Это самый дорогой отель во всей Армении. Добро пожаловать в рай для миллионеров. The Alexander Luxury Collection Ереван. Не совру, если скажу, что это самое роскошное, что я когда-либо видел. Гигантская люстра из муранского стекла. Стены обтянуты мягкой телячьей кожей. А стойка ресепшена
Цельный кусок бразильского мрамора, украшенный настоящим сусальным золотом. Добрый день. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоит самый дешевый номер? Самый дешевый номер? Нет, подождите, я шучу. А есть свободный президентский? Да, на данный момент. Прекрасно. Отлично, я хочу заселиться. Отлично. Да ладно. Подождите, это номер или холл перед номером? Стоп, секундочку. Офигеть! Что? Подождите, в смысле? Продолжим. Этот президентский номер такой огромный, что вместо одного президента здесь может жить целых 10. В этой комнате они могут садиться за стол для переговоров. В гостиной с панорамными окнами встречать партнеров. Если нужно, то в интимной обстановке. Очень умно, я ж не буду сам шторы закрывать. Умный дом. Молодец. Ну и кровать. Свои вертолеты они могут сажать на кровати в спальне. Если вдруг мне сегодня не захочется спать так, я просто лягу поперек. У меня будет столько же места. Так, еще двери. Я готов. Да ладно. Ванная комната. Здесь президенты могут устраивать пенные вечеринки. Их две, понимаете? Они решили поставить мне 2 раковины, чтобы я просто мог выбрать. Душевая, ничего необычного, просто раза в 4 больше моей комнаты. Туалет. Еще один. Почему в туалете кран? Ладно, это оставим на потом. Самое плохое, что я даже с 70% этого места не смогу придумать применение. Но в целом, да, мне нравится. Я остаюсь вот прямо здесь. Отелю 5 месяцев от роду, а он уже может похвастаться своими звездными постояльцами. Месяц назад в этом номере останавливался сам Элтон Джон, а перед ним гостила Вера Брежнева. То есть она спала на кровати, на которой я сегодня буду спать. Здравствуйте. Мне в Конд. Можем? Доедем? Мало кто знает, что в Ереване есть настоящий старый город. Говорят, что Конд очень колоритный, да, город старый? Старый город, да? Старый город, да. Старый город. Спасибо. До свидания. Когда мы слышим «старый город», то представляем нарядные пряничные домики, черепичные крыши. Но район Конд – это настоящие трущобы вроде фавелы Рио-де-Жанейро. С одной стороны, низкие домики, похожие на пещерки. С другой – столетние халупы, которые держатся на честном слове. Странно найти такое в 5 минутах ходьбы от главной площади. Тук-тук. Здрасте. Эй, а как тебя зовут? Сейчас пойду. Приветики. Поболтаешь со мной чуть-чуть? Да. Как тебя зовут? Давай Хайк. познакомимся. Настя. Хайк. Хайк – мой второй знакомый в Ереване. Расскажи что-нибудь о своем доме. В моем доме есть всякие вещи старые. Какие, например? Здесь остается Давай. А мама попьет кофе. Ты ну хорошая. Можно посмотреть? Красивая. Очень колоритненько у вас здесь. Я даже не хочу вот главное. Артур – третий знакомый в Ереване. Его семья живет в Конде несколько поколений. Жителей Конда не смущает, что они живут в старых развалившихся хибарах, а воду дают по часам.
Почему вот такая привязка вот, и вот к дому? А потому что, ну, квартира это же совсем другое, там, и условия, возможно, поинтереснее будут. Это не от души. А здесь душа. Привет. А дома есть кто? Можно зайти? Ты не понимаешь? Я тогда без разрешения. Ух ты. Здрасте. Мы первый раз здесь. И вот нам очень интересно немножко услышать о городе, о том, вот как здесь живут. Норик – мой 4-й знакомый в Ереване. Вот это тоже наша достопримечательность. Вот мы, 150 лет дома. Обалдеть. А так и должно быть он такой низенький, или он сел с годами? Нет, не сел. Ну, раньше там иранцы жили. А вы вот когда они так построили. Мы с 57-го года здесь. А как вот живется, получается, с такой вот нормально? Нормально. Привыкли. Местные не хотят расставаться со своими домами. Но власти Еревана приготовили для них другую судьбу. В скором времени их переселят, а Конд будет полностью снесен и перестроен. Так произошло с новым районом Еревана – Северным проспектом. Раньше здесь был частный сектор, в котором жили люди. Для строительства проспекта местных выселили, дома снесли. Теперь посмотрите, здесь самая дорогая недвижимость. Самые модные рестораны. Девушки в красивых платьях приходят сюда, чтобы пофотографироваться. Ну а парни, чтобы их пофотографировать. Вот, кстати, с крыши очень хорошо видно, как застраиваются в старом городе новые дома. И, я так понимаю, именно туда будут переселять людей, чьи дома идут под снос, включая этот. Ой. Кто знает, может, перезагрузка перезагрузки покажет совсем другой новый Конд. Вот еще один совет бюджетным туристам. Чем ближе к Конду, тем дешевле жилье. Попробуем проверить. Ну вот, кстати, здесь уже обстановочка посовременнее. Здравствуйте. Здрасте. Меня Настя зовут. Меня зовут Зара. Очень приятно. Приятно. Зара – еще одна знакомая в Ереване. Первое такое более или менее современное местечко, которое я нашла на районе. Где-то просто ищу жилье. Может быть, подскажете какой-то хостел или гостиницу? Я как раз вам покажу. Мне кажется, вы пришли по назначению. Я попала в гостевой дом Конг Хаус. И представьте, у них нет фиксированной цены за ночлег. Здесь можно остановиться, за сколько договоришься. Я заплатила $10. Ну, вот это наш первый зал, где в основном проходят наши вечеринки. Это вот территория хостела, которую мы сдаем галерею. Это вот места, где можно, собственно, остаться на ночлег. Да. Минималистично, уютненько. Вот здесь у нас наша летняя зона отдыха, где каждый посетитель чувствует себя как дома. У вас есть бассейн? Офигенно. Слушайте, ну это круто. Вот что-что, но бассейн я не ожидала вас увидеть. В городе днем так жарко и душно, поэтому все местные стараются по возможности выезжать за город. Ну и мы не отстаем. Едем смотреть одно из природных чудес Армении – озеро Сиван. У армян своего моря нет, но его им вполне заменяет огромное озеро – Сиван. Сиван – самое большое озеро Кавказа, которое покрывает
1/10 часть всей Армении. Точно не ясно, в честь чего Сиван назвали именно так. То ли из древнеармянского это значит озеро, то ли в честь древнего черного монастыря Севанаванг. Сиван, конечно, прекрасное место для отдыха. На выходных здесь жарят шашлыки, устраивают пикники. Но разве это история про золотую карту? И я придумал, как сделать обычный обед на озере гораздо дороже. Для этого я арендовал вот такой вот прекрасный тримаран. Сегодняшний закат я буду встречать с вот озера Сиван, где лучики солнца будут отражаться прямо от волны. Ну, вы поняли. Будет очень красиво. А главное, роскошно. Ну какой ужин без армянской кухни? В ресторане Цовацоц я заказал себе местные деликатесы. Сиванскую форель ишхан, рыбу сик и кебаб из раковых шеек. Всю эту вкуснотищу мне доставят прямо сюда, на воду. Ну а мне за армянскими вкусностями придется топать в ресторан «Далмама». «Далмама» – самый знаменитый ресторан в Армении. Здесь ели долму Джордж Клуни, принц Чарльз, Канье Уэст и самая знаменитая армянка Ким Кардашьян. Моя любимая Ким. Ну, я надеюсь, моя фоточка тоже здесь появится. Но хочется сказать, что дворик у этого ресторана необычайно уютен. И виноград. Ему, друзья, 200 лет. И самое интересное, что он до сих пор дает плоды. Это же просто фантастически. Здравствуйте. Хочу попробовать ваше традиционное блюдо – долму. Можно сказать, что долма – это армянский родственник наших голубцов. Только вместо капустного листа – это виноградный лист, который обязательно должен быть собран в мае. Потом его замораживают и используют круглый год. Рецепты армянской долмы не менялись уже много лет, но в этом ресторане не побоялись эксперимента. Я могу вам предложить очень хорошее, эксклюзивное авторское блюдо перепелки, которое тоже завернуто в виноградный лист. Ну давайте, несите. Итак, рецепт экспериментальной долмы. На виноградные листья кладете слайсы прошутто, перепелку, разделанную книжкой, начинку из грибов, моркови и лука. Пеленаете птичку в листья и тушите на сковороде. Выглядит, конечно, это все супер умилительно и необычно. Две маленькие перепелочки, такое ощущение, что они в бронежилете или в куртке. И такие две маленькие яишенки. Просто фантастика. Господи, вот она такая маленькая, что невозможно, мне кажется, это есть вилкой. Из-за того, что там есть внутри прошутто, вкусовые ощущения постоянно гуляют. Сначала ты чувствуешь птичку, потом ты чувствуешь прошутто. Ты снова чувствуешь птичку, потом снова чувствуешь прошутто. Очень необычно. Такая игра на контрастах получается. Такой обед стоил мне, страшно сказать, $19. Но зато я пообедала в самом звездном ресторане Еревана, сидя на стуле, который еще помнит тепло попы Ким Кардашьян. Красота. Первый, пожалуй, попробуем знаменитую сиванскую форель – ишхан. Эта рыба настолько редкая, что ее даже занесли в Красную книгу. Но наша выращена на рыбной ферме. Так что все в порядке. Ишхан не похож ни на одну рыбу, которую я пробовал до этого. Мясо плотное, даже немножко суховатое. Напоминает, не знаю, курицу, что ли. Точь-в-точь куриная грудка. Блюдо номер 2 – кебаб из раковых шеек. Выглядит очень интересно, и мне показали, как его правильно есть. Берем лаваш, заворачиваем в него кусочек кебаба. Я тут еще шаурмейстер, конечно. И вот такой вот соус мацони.
По запаху похоже на кефир, но я-то знаю, что на самом деле это козий сыр. Давайте пробовать. Мясо раков очень сочное и мягкое. Похоже на обычную котлетку, только из раков. Ну и напоследок еще одно местное чудо-юдо – рыба сик. Вот это другое дело. Очень интересный вкус. Учитывая, что это белая рыба, странно, но напоминает лосося. Лосось, конечно, пожирнее и помесистее, но это тоже интересно. И косточки есть. Блин! Я за этой едой совсем забыл, зачем на самом деле сюда приехал. Закат же встречать. Посмотрите, какая красотища. Чего-то только не хватает. Музыки бы сюда, что ли. Добрый вечер. Добрый вечер. Евсей. Айк, очень приятно. Очень приятно. Между прочим, для меня сегодня играет настоящая музыкальная легенда Армении. Его зовут Айк Караи Карапетян. И к 25 он владеет уже всей палитрой армянских духовых инструментов. Это вам не хухры-мухры. Вечерний Ереван напоминает светящийся муравейник. Все горит огнями. Здания, магазины, киоски со сладкой ватой, китайские игрушки. В общем, вся центральная площадь города. Друзья, вот это огромное количество людей на площади – это не день города, это не какое-то мероприятие и даже не выступление известного артиста. Это попросту поющие фонтаны. Очень круто, что в Ереване, в центре города, есть такая прикольная достопримечательность, которая собирает людей. Все общаются, я так понимаю, у всех хорошее настроение. И все действительно смотрят на это с любопытством, как будто приехал какой-то рок-музыкант известный. Слушайте, походу, Зара не шутила, когда говорила про вечеринку. Здравствуйте! А вы кто-то? Здрасте. Настя. Когда я вернулась в свой гостевой дом, меня ждал сюрприз. Вечеринка! Армянская вечеринка почти ничем не отличается от нашей. Народ танцует, поет и пьет. Только вот коктейли здесь с домашним армянским самогоном. С абрикосовым самогоном. Спасибо. Яблочным. Кизиловым. А никто не хочет искупаться? Ну все уже, а? Хватит меня снимать. У меня тут вообще-то серьезный момент в игре, и нужно сосредоточиться на соперниках, а не на тебе. Слушай, могу я хоть вечером получить свою порцию удовольствия? Могу. Вот и не отвлекай. Иди спать.
а я поиграю. Доброе утро. Лишь дай воды, а? Тебе воды мало? Поможешь выпить? Да, сейчас. Руку? Руку тебе дать, да? Да. Я тебе сейчас дам. Ты вообще подумал, что мне в этой одежде еще целый день сниматься? Тут жарко. Жарко? Да. Жарко здесь? Да. А я помню, ты плавать не умеешь, Олежка. Учился? Да. Да? Ну вот сейчас давай проверим. А ну иди сюда. О, красиво. Но не для меня. Плавать-то я не умею. О, мой вариант. Ну, дадим жару. Я уже насиделся в Ереване, поэтому с самого утра решил рвануть за город, в поселок Янакован. Там есть место, где можно экстремально отдохнуть. Ел Экстрим Парк. Я тоже не буду долго гулять по Еревану. Еще вчера я договорилась с таксистом Володей, что он покажет мне одно из самых красивых мест Армении – поселок Гарни. Может, за 4 скатаемся? За 5. Спасибо. Ну, удачи. Гарни – древнейший храм, который построили еще 2000 лет назад. В этом храме язычники поклонялись богу солнца Митре. В его честь они устраивали кровавые жертвоприношения. Сейчас храм Гарни – главная смотрелка для всех приезжих. Иностранные туристы здесь – дорогие гости. Вход для них в 3 раза дороже, чем для местных. Спасибочки. Ну что, ворвемся мощнейше? Здравствуйте. Здравствуйте. Экскурсию хотите? Хотим, но денег нет. Денег нет? На экскурсию. Мы так посмотрим. 1000 драм. Спасибо. Это правда. Пожалуйста. Что, прям бесплатно? Я буду платить. Серьезно? Да. А почему? Просто так? За красивые глаза? Здравствуйте. Спасибо огромное. Бесплатно. Экскурсовод. Люблю Армению за то, что за красивые глаза можно получить очень много бонусов. Храм был построен в 1 веке армянским царем Тртатом. В XIX веке в развалины храма привлекали к себе внимание многочисленных ученых и путешественников, таких как Шартен, Бурьер, Эрфер, Шанер, Шназе, Маркс, Смирнов, Пунетиарин и так далее. В участках, построенных на первых 2 этапах, камни в горизонтальном направлении соединяют железными скобами и залиты свинцом. На территории крепости в полуразрушенном состоянии сохранились дворцовые сооружения, христианские здания и установленные дохристианский храм. Окружающая крепость оборонительная стена возвышается
с 3 сторон окружен непроходимыми отвесными скалами. По мнению Треви, эти работы были осуществлены за счет выделенных римским императором народных средств на восстановление древней столицы Армении Арташата. Этот храм — единственный архитектурный памятник позднего античного периода, сохранившегося не только на территории Армении, но и во всем регионе. По всей ширине фасада здания тянутся 9 рядов ступеней, а 0,30 метров высотой, которые придают строению торжественность и величественность. С 2 сторон можно увидеть человеческие фигуры с преклоненным коленом и возведенными к небу руками от ламбы, смотрящей один на восток, другой на запад. На самом деле храм – это жуткое место. Тут всего одна комната, и именно в ней проводились жертвоприношения. Здесь убивали животных и птиц, а их кровь стекала в жертвенную яму. Ну а сейчас здесь поют туристам. Вообще, конечно, если отодвинуть все эти научные факты в сторону и говорить языком обычного туриста, то этот храм действительно впечатляет. Во-первых, ему 2000 лет. Во-вторых, он так круто сохранился. И в-третьих, чувствуется, какая происходила здесь мощная история. Через 3 часа я приехал в Yell Extreme Park. В мир ю-ху-ху! Эгегей! И ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, господи! Итак, начнем с ю-ху-ху! Зиплайн. Вы меня будете цеплять? Да, А вы кого-нибудь раньше уже цепляли, да? наверное. Что-то высоко. Ничего. У меня камешек в ботинке. И в туалет хочу немного. Ой, а тут резиночка отвалилась. Это да? нормально. Ну все, я готов. Ты что творишь? Мужик, ты что творишь? Охренеть можно! 750 метров. Я орал просто как школьница. Очень быстро и круто. После ю-ху-ху переходим к эгегей. Скалолазание. А это, блин, повыше оказалось. В отвесную скалу вбиты маленькие железячки, по которым нужно попытаться пройти. Зачем так высоко? Это реально страшно. И если бы не страховка... Сердечко-то забилось. Фу. Ну и на десерт зорбинг. Зорбинг — это когда тебя пристегивают внутри огромного надувного мяча, зорба. Главное — безопасность. И просто сталкивают со склона. Странное ощущение. Ой, господи. Мама, куда я? А дальше... Больно! Больно! Мама! Больно! Очень больно! Ох, блин! Чувство, что тебя засунули в барабан стиральной машинки. Попробовать, наверное, стоит. Прикольно, но точно не советую перед этим есть. Гарни – это не только старинный храм, но и село, по которому нужно обязательно пройтись, чтобы насмотреться на армянский колорит. Ну, слушайте, походу там что-то интересное происходит. Сначала кажется, что женщина убаюкивает своего ребенка, но нет. Это она взбивает масло.
А вот эта глиняная люлька – древняя армянская маслобойка, которая называется кноцци. В нее заливают сливки и воду. Потом все это дело взбивается. А можно я попробую? Это вам не миксером взбивать электрическим. Стоишь так вот на солнышке и убаюкиваешь сливки и воду. Сливочное масло поднимается наверх, а снизу остается что-то вроде сыворотки. Это самый знаменитый армянский напиток – тан. Очень напоминает, не знаю, если хотите, ряженку. Только не такую сладкую, такую кефирную ряженку. По соседству с маслобойней милые тетушки пекут легендарный армянский лаваш. Ой, пахнет обалденно. Лаваш пекут в земляной печи, тандыре. И, кстати, вы знали, что в Армении лаваш запасают на зиму, как у нас соленье? Да, напекают целую стопку лаваша и прячут ее в холодный погреб. Когда зимой нужен хлеб, его достают, сбрызгивают водой, он быстро набухает и получается свежий мягкий хлеб. А можно будет попробовать? Да. Ага. Мама, ты можешь мной гордиться. Дочь сейчас будет готовить. Итак, сначала лаваш нужно слепить. Его надо круг сделать, да, тонкий? Как вы там делали? Молодец, молодец. Девчонки! Ничего, ничего. А он может быть с дырками? Или это плохо? Потом лаваш нужно испечь. Ух, жарковато здесь. Я боюсь. Ой, девчата. Давай, давай. Сейчас я его добью. Ну, висит же. Упал. Ну и, наконец, лаваш нужно попробовать. Прямо. Итак, друзья, рядом вот с этой буквой, похожей на доллар, которая на самом деле значит F, то есть финансы, я прячу для вас заветный клад со 100-долларовой купюрой. Поехали. Будете в Армении, езжайте в сторону села Арташаван, что в 30 километрах от Еревана. Здесь, в центре памятника армянского алфавиту, у подножия буквы F вас будет ждать наш клад. Вот прямо за этим камешком. За 2 дня понимаешь, что Еревану далеко до блеска Нью-Йорка, Парижа или, скажем, Праги. У него совсем другая роль. В доме есть всякие вещи старые. Ереван, он как старенький дедушка. К нему нужно приезжать за теплотой, душевностью, домашним уютом. Он и напоит, Ядрёно. и накормит. Спасибо огромное. И сыграет колыбельную. Ну как не вернуться сюда еще раз? Сейчас я его добью. Офигеть, что? Настюшка, спорт. Почему в туалете кран? Я вам подарю. Обожаю армянский народ, честное слово. Вот столько весит армянское гостеприимство. Привет, отец. Асмик. Марина, Карина, привет вам из Армении. Ну красиво же. Что тут еще сказать? А как тебе так? Опа! Я победила! Привет. Евсей, какой привет! Посмотри! Ждал? Так, ладно, подожди, с этим потом. Как тебе Ереван? Так слушай, мне кажется, я наконец-то научился пользоваться золотой картой. У меня был самый пацанский гелик с опущенными окнами, музыка вообще на весь город. А номер, ты бы видел этот номер, 160 квадратов, 2 туалета. Я, конечно, не очень понимал, что с ним делать, но мне кажется, Стой, потом... стой. Стою.
Видно, мальчик реально дорвался до денег, Евсей. Но Ереван все-таки это не 2 туалета, гелик и номер в 160 квадратов. Это люди, понимаешь? Добрые, улыбчивые, щедрые, с большим сердцем. Так, подожди. Вот что ты от меня хочешь? То я не умею пользоваться золотой картой, то мне каких-то людей найти надо. Определись уже, вот что со мной не так? Евсей, просто ты неопытен. Да. Я тебе сейчас все расскажу. Дорогие друзья, увидимся с вами в следующем городе. Да, только я могу так делать, ты еще не можешь. Давай сюда золотую карту. Смотри, когда Ладно. ты выигрываешь золотую карту... Смотри, что могу. Так, давай без танцев. Танцую в этой программе только я. Пою песни только я, и на плохом английском разговариваю только я. Почему ты воруешь мой контент? Объясни мне.